Я на Байконуре. Попробуем подойти максимально близко к ракете и отснять ее. Ребят, купил уцененный борщ и купил икра любительская. Просто интересно, что там внутри. Это кино и немцы называется. В космос отправили кролика. Многие люди хотят стать космонавтами. Что для этого нужно и сколько лет необходимо тренироваться? 3 минуты до запуска. Ребята, всем доброе утро. Как вы уже догадались по надписи, я на Байконуре и приехал сюда в составе экспедиции Mercedes для того, чтобы снять для вас запуск ракеты. Вот на таких красавцах мы сюда приехали. Это Mercedes X. Машины абсолютно новые. Это первый пикап от Mercedes. Космос начинается с наземки. В общем, мы приехали к ракете, к самой на Байконур, для того, чтобы подойти к ней максимально близко. Это единственная возможность к ней подойти, когда ее освещает батюшка. На этом поезде ракету привезли. Ребят, чтобы вы понимали, платформы используют такие же, как у меня. Запускать будут Союз-М, в котором 3 человека. Один из них русский, немец и американец. Космонавтов очень тщательно к этому всему готовят. С ними сейчас нельзя общаться, у них карантин, чтобы, не дай бог, они не заболели какой-нибудь болезнью или не принесли какой-то вирус на Международную космическую станцию. Вчера прилетели 3 космонавтов, японец, американец и русский, благополучно сели. У них спуск проходит именно вот в этой капсуле, которая самая верхняя. То есть, чтобы вы понимали, есть несколько ступеней у ракеты. Самая нижняя, которая отваливается практически, как только ракета стартует и выходит за плотные слои атмосферы. Следующая ступень, которая выводит на орбиту. И вот это вверху, это спасательная капсула. Если вдруг что-то пойдет не так, то, соответственно, эти управляемые сопла просто посадят космонавтов на Землю. Ну и состыковывается с Международной космической станцией сам вот этот аппарат, который белого цвета вы видите. Этот же аппарат служит для возвращения космонавтов домой. Ребята, вот это вагон термостатирования ракеты. Она должна быть всегда в определенной температуре, поэтому пригоняют специальный вагон, который занимается тем, что охлаждает эту ракету. Позади меня находится дорога Гагарина, по которой когда-то проезжал сам Гагарин, и теперь все перед запуском ракеты ездят именно по этой трассе. И, соответственно, железная дорога, которая подвозит ракеты перед стартом. Вообще была огромная проблема. Самые первые ракеты собирались в вертикальном состоянии. Советские ученые придумали, что намного лучше собирать ракету в горизонтальном состоянии, привозить ее и уже потом вертикализировать. Вот смотрите, лайв, ребят, как снимают National Geographic, да? Discovery. Ой, для Discovery. А чем отличается Discovery от National Geographic? Ну, на самом деле, одна тема, просто разная херня. Так выглядит Байконур. То есть вот город. А это аэродром? Вот дорога, по которой мы ехали с вами. Вон старт Союза, где Союз стоит. Уголек и ветерок, совершивший 22-дневный полет на спутнике «Космос». Когда вы вот видите в кино, там ключ на старт, пуск, и взлетает тут же ракета, это абсолютно не так. Управление пуском, вот ключ, поворачивается ключ на старт, пуск, а после кнопки пуск еще вон слух команд проходит. Так выглядит
были, собственно говоря, кресла первых 6 космонавтов, летавших на корабле «Восток». Андрей, вы же вчера, вам удалось попасть на уникальное событие, посадка космонавтов. Расскажи, как это было, то есть за сколько вы выехали в пустыню, как вообще? Мы выехали за сутки. Почему так долго? Потому что процесс долгий и перемещение по пустыне, по степи, да, скажем так, по полупустыне, оно, в общем, довольно медленное. А точка посадки известная точно? Посадка известен квадрат всегда. 30 на 30. 30 на 30 километров. Известно примерно, да, вот. То есть мы приехали в середину, где традиционно всегда все встречаются. В середине тоже приезжают поисково-спасательные машины. Аппарат, спускаемый на парашюте, уже идет в сторону Земли. Парашют открывается на высоте 10 700 метров, и последние 15 минут идет на парашют. Уже мы там сели в машины и уже примерно поехали туда, к точке приземления. И нас, конечно, мы приехали первыми. Мы приехали даже раньше, чем приехала поисково-спасательная группа, и чем прилетели вертолеты. Организм на орбите претерпевает существенные изменения. Меняется даже состав крови. Поэтому естественно, что для человека это, для человеческого организма, огромный стресс. Бритва, щетка массажная, Рексона. Завтра будет вот это вылетать, да? Вау, 2800 стоит. Космический чемоданчик. Борщ, баранина, пюре мясное, щи, зеленый творог. Купил уцененный борщ за 310 рублей. Проверено космосом. Последний раз. Крутая реклама. И купил икра любительская. Просто интересно, что там внутри. Что значит любительская? Вот это прикол, да. Так как мы набайканули, то обед, бизнес-ланч, соответственно. Давай, открываем. Борщ первым едим. Пробивать нужно как клей. Ну, кстати, прикольно. На рыбалку самое нормальное. Но пахнет это не как борщ. Очень вкусно. Икра любительская. Что, баклажанная? Баклажанная, обычная икра. Смотри, это торт. Пипец. О. Ну что, вкусно? Очень вкусно. По вкусу похож на песочный какой-то, да. Ребят, кстати, борщ по вкусу похож на борщ, но как будто из него удалили всю воду и такое пюре осталось, вы знаете. А икра, я думал, будет черная. За 500 рублей. Заходим в Буран. Ого, сколько здесь места. Ну, например, как располагался вот здесь, вот, например, здесь спутник Гелиос находится, то есть их могло быть 3 здесь вполне. Огромная, да. Вот это круто. Вот это Буран. Почувствуй себя космонавтом называется. Провел ночь перед первым полетом в космос Юрий Гагарин. Сбылась, честно, ваша мечта. Вы завтра первый раз отправляетесь в космическую экспедицию. Что вы чувствуете? Да, действительно, это мечта всей жизни. Наверное, все, что я делал до этого, было направлено на исполнение этой мечты. Это очень здорово для меня, это большая честь, почетно. Я чувствую эту ответственность. Естественно, что есть определенное волнение, чтобы никого не подвести, потому что вложенные усилия, это просто несколько тысяч людей занимались только подготовкой. А сколько людей занималось подготовкой самого корабля и ракеты, вообще трудно представить. Но, тем не менее, я заверяю вас, что мы приложим все усилия для того, чтобы поставленные перед нами задачи были выполнены. Мне, как врачу, очень интересно наблюдать за тем, как человеческий организм, как мы, в частности, будем реагировать на условия космического пространства, на отсутствие гравитации в космосе. Здравствуйте. Покажем наше жилище. Для начала хочу вам рассказать историю, как мы вчера заселялись. Это «Кино и немцы» называется. Первое, что нас впечатлило, нужно было заполнить заявку, как вот ипотеку оформлялись когда-нибудь, или там кредит, примерно то же самое. Это было в 5 утра, мы говорим, давайте мы просто подписи везде поставим, а вы там сами за нас заполните. Нет, нельзя так, давайте заполняйте сами. Потом мы расписались за противопожарную безопасность. Нас занесли в 3 журнала минимум, или в 4. Ребята, мы отправляем ракеты в космос, но при этом... Так, что у тебя за номерок? Обзор. Но при этом вот у нас такие общежития. Примерно в таком же я жил в общаге. Пойду покажу кухню, кстати. Там гречинскую готовят.
Да, вообще один в один, только у нас балконов не было. Еще здесь туалеты в комнате, а у нас были коридорного типа. И если ты оставлял пельмени, то ты мог прийти и не обнаружить свои пельмени. Сейчас и дома вам покажу. Да-да-да-да. Короче, ребята, доброе утро. Мы приехали на традиционную встречу космонавтов. Они выходят из гостиницы, садятся в автобус и едут на подготовку к полету. Сегодня стартует ракета на Международную космическую станцию. И, если я не ошибаюсь, ребята готовились 9 лет и проведут примерно 116 дней в космосе. Только задумайтесь над этими цифрами. Да, ощущение нереальное. Представляете, каково родственникам отправлять в космос родных? А что ты чувствуешь, когда тебя надувают? Сейчас проверяют герметичность скафандра. Надувает его до давления 0,35, выше, чем атмосферное давление. Смотрят, держится это оно или нет. В общем, герметичность скафандров проверили. Теперь время доклада государственной комиссии. Этот скафандр предназначен для полета. Соответственно, когда они будут выходить в космос, для этого нужны другие скафандры, которые весят 80 килограмм. Эти скафандры предназначены для того, чтобы в случае разгерметизации при полете космонавты остались живых. Зеленкова и Дмитрий Рогозин приехали провожать космонавтов в космос. Председатель государственной комиссии. Экипаж транспортного корабля «Союз МС-109» к полету готов. Ровно 3 часа до запуска. Встретил подписчика, его зовут Николай. Смотрите, что он мне подарил. Вот это просто самый крутой подарок. Медаль к этому пуску и значок. Колян. Наша разработка. Огромное спасибо. Круто. Спасибо, что смотришь. Прибыли на то место, откуда будем наблюдать запуск ракеты. Вот она. Дистанция 900 метров. О, смотрите, там вообще вип у кого-то такой нормальный. До запуска ракеты 2 часа. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот многие люди хотят стать космонавтами. Что для этого нужно и сколько лет необходимо тренироваться, чтобы попасть вот в отряд космонавтов? Физико-математическая школа, авиационный институт, работа ракетным инженером, отбор космонавты и космонавт. Сколько лет? Если очень быстро, это займет порядка 6 лет. Если в среднем, то это порядка 7-9 лет. Еще поспрашивал Олега, сколько раз он был в космосе. Он ответил, что 3, первые 2 раза тоже летал по 2 суток. И 1 раз у него был короткий полет, 6 часов. От чего зависит 2 суток или 6 часов? От расчета орбиты и, соответственно, даты вылета. То есть, если возможно рассчитать, чтобы они долетели до МКС за 6 часов, то летят по короткому пути. Если невозможно, вот как сегодня, то, соответственно, летят по длинному. И старт будет в 17:12, то есть 17 часов 12 минут. Ни минуты, ни секунды позже, потому что полностью идет под это дело расчет. То есть они выходят на орбиту и 2 суток вращаются вокруг Земли, и потом стыкуются с МКСом. Самое важное — занять правильные места, потому что или вы будете вот как те люди. Первый, есть включение поясовка, 70-й. Так, 80-й принял первый. Первый. Сброс самого объекта проведен. Замечаний нет. Космический аппарат к запуску готов. 60-й. Так, 60-го принял первый. Есть готовность система управления ракетоносителя к спуску 30-й. Так, 30-го принял первый. 3 минуты до запуска. Бортовое питание. Зажигание кислорода. Промежуточное. Главное. Подъем.
Ощущения, ребят, непередаваемые. Это надо своими глазами видеть. Это просто энергия, магия какая-то, волшебство. Осознаешь то, что люди улетели в космос. Не куда-то там, я не знаю, там на Мальдивы, а в космос. Я спросил, кстати, Олега, это вот космонавт, с которого я брал интервью. Я сказал, ну как там наверху-то, расскажи, как в космосе. А он говорит, клево. Будем надеяться, наступит то время, когда, как Королев, да, говорил, что, может быть, люди будут летать в космос по профсоюзным путевкам. Верим? Ребят, напишите в комментариях, хотели бы вы полететь в космос, потому что... По профсоюзной путевке. Да, ну то есть, если бы у вас такая была возможность, вы бы полетели или нет? Потому что я, честно говоря, боюсь. Вот я не циклон, но как-то мне страшновато. Вот, не знаю, то ли замкнутое пространство, то ли то, что это такое неизведанное. Обязательно пишите, я прочитаю. Интересно ваше мнение. Валентина Владимировна Терешкова была первой женщиной в мире, которая отправилась в космос и благополучно вернулась оттуда. Это событие произошло 55 лет назад, поэтому в этом году мы будем его праздновать. Я горжусь, что именно наша страна одна из первых, кто отправил женщину в космос. Мы единственные в мире, кто до сих пор осуществляет постоянную отправку и возврат космонавтов на станцию «Мир».